марте 2021 года я узнала, что есть место в Мексике, где можно погладить китов. Сезон конец февраля и начало марта, и, соответственно, нам пришлось ждать целый год. И спустя год, пройдя через много преград, мы все-таки попали туда. Все путешествие было поделено на 3 части. Центральная Мексика, потом мы уехали на Калифорнийский полуостров и Карибское побережье. А это первая часть про Центральную Мексику. Потом нас ветром понесло в сторону города, и мы были вынуждены приземлиться у кого-то на участке. А мексиканцы бежали к нам по огородам, чтобы поставить корзины в прицеп и отвезти обратно. Que Dios se unió a nuestra alegría Потому что Бог нам поможет. y nos regresa con delicadeza. И мы хорошо вернулись. Полет позволил нам посмотреть все сначала с высоты, а потом мы поехали смотреть вблизи, и тогда уже все было по-другому. Город оказался огромным, с четко организованным укладом, во главе которого стояла элита, священнослужители, хорошо знающие астрономию. Они следили и контролировали население, в том числе с помощью жертвоприношений. Посередине большая площадь, где проводились мероприятия, и она вмещает до 100 тысяч человек. А 2 большие пирамиды – это пирамида Солнца и Луны. Высота пирамиды Луны около 42 метров. После пандемии забираться на них нельзя, но можно наблюдать снизу. Когда мы гуляли уже по площади, мы услышали очень интересный звук. Позже мы уже увидели, что местные сконструировали своеобразный свисток, который воспроизводит звуки ястреба и пумы. Если ястреб звучит очень красиво, то пума очень устрашающе. А потом мы зашли в антропологический музей, чтобы увидеть все сохраненные ценности вблизи. Здесь, например, хранили сердце человека, принесенного в жертву. Выйдя на улицу, мы увидели, как современные люди танцуют древние танцы и проводят обряды.
Этот день был наполнен контрастами, и чтобы увидеть наследие колонизаторов, мы зашли в кафедральный собор Мехико. В тот же день мы попробовали кузнечиков. Они, знаете, прикольно. Можно специи попросить. Tiene Ну как? чили. No, no. Ah. Está sazonado con limón, Прикольно? sal y ajo. Соль, лимон выдавливают. Очень прикольно. Не конца? Ясно. На самом деле, просто на вкус как семечки. Достаточно вкусно. На улице очень много продавалось фруктов. Вкусно? Не как у нас в Хельсинки. Да, он очень сочный. А вечером мы пошли искать уличную еду. Я очень хотела попробовать тако, который мы обычно покупаем у нас дома. И когда мы нашли место, где было очень много местных, там не разговаривали на английском, и мы долго очень пытались объяснить, что мы хотим, потому что тако в их меню еще и означало, что это обычное блюдо, где есть салат, мясо и все остальное, а мы именно хотели в кукурузной лепешке. И когда официант нас наконец-таки понял, он уже не хотел разбираться, сколько кому в количестве, он только посмотрел на нас, Сережа говорит: тебе 3, а тебе 2. Я на вид подумала, что гуакамоле не бывает острым, и сразу бахнула как можно больше туда. Это было очень тяжело съесть. Сережа поступил умнее. Он сначала положил немножечко на тарелку и пробовал каждую из них. Это путешествие было насыщено переездами, и во второй день мы из Мехико уехали в Морелью, чтобы увидеть несчетное количество бабочек. Мы добирались к месту на лошадях. И это был мой первый раз во взрослом возрасте, поэтому я даже не знаю, чего я ждала больше. В лесу я была очень впечатлена атмосферой. Там нельзя разговаривать вслух, потому что бабочки очень сильно это чувствуют и могут улететь, поэтому надо соблюдать тишину. И все идут так, крадясь немножко. Давай. Вот шампиньоны. Вот это убрать? Так, позвольте. Какой-то сыр вообще невероятный. Вечером мы приехали в город, пошли прогулялись там, но уже к вечеру мы с Сережей оба чувствовали себя не очень ладно. По всем признакам это было отравление, и у нас поднялась температура. Мы очень переживали, потому что через день у нас самолет. Я думала, что те лекарства, которые я дала, скорее всего, помогут, поэтому не взяла то, что девчонки предлагали, и Сережке становилось лучше всего ненадолго. Но мы продолжили путешествие, потому что
у нас нет особо выбора, мы либо остаемся и полностью теряем все путешествие, либо продолжаем и лечимся по пути. В новый день у нас была по плану церковь в лаве. Это церковь, которая была снесена вулканической лавой, и лава уже сама застывшая, но уникальность в том, что алтарь церкви остался нетронутым. И добираясь к церкви, нам Алексей по пути рассказывал, что авокадовые фермы очень часто используются для дополнительной выгоды. И мы как раз проезжали мимо авокадовой фермы. Впереди нас едет фургончик полный авокадо, и в нашей группе 8 девочек. И все они закричали о том, что нам нужно туда выйти, нам нужно сфотографировать, это так классно. И наш водитель достаточно быстро договорился с ними, и мы просто выбежали туда побыстрее все сфотографировать. Вот эта нотка того, что нам Алексей рассказал, только добавляла остроты в эту ситуацию, потому что мы так легко залазили в этот фургон, чтобы посмотреть, чтобы сфотографироваться. И фермеры даже нам дали пакет авокадо с собой. Когда мы приехали к церкви, было уже достаточно жарко. Сережа все же героически пошел смотреть. На следующей остановке, когда мы отправились в путь, Хоаким, это наш мексиканский водитель, принес стакан с шипящей жидкостью и говорит, это будет легче для живота. И буквально за 10 минут из человека с температурой и больным желудком он становится самым счастливым, он начинает шутить. И оказалась минералка, лимонная кислота и виноградная соль. И таким образом Хоаким спас нас и наше путешествие. А после этого мы отправились дальше в путь. Чтобы посмотреть Гвадалахару, у нас было немного времени. Мы проснулись пораньше. В нашем отеле было много картин, связанных с мистическим реализмом, а сам город был наполнен жизнью и краской.